Смарт-часы с изогнутым, великолепным AMOLED-экраном на 1,65 дюйма и технологией Always On Display, металлическим корпусом из нержавеющей стали, стильным дизайном, влагозащитой 5 атмосфер, временем автономной работы до 15 суток, поддержкой более 80 видов тренировок. И как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам Xiaomi Amazfit ZPE. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я, разумеется, вам как всегда расскажу. Упаковка, как всегда, у Amazfit стандартная, все чин-чином, есть и зарядник, есть и сами смарт-часы, и еще и инструкция с QR-кодом. В общем, все для того, чтобы их быстро зарядить и соединить. Вес и размеры вы видите на экране. И напоминаю, что я ежедневно выгружаю по одному обзору на этом канале. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к девайсу. Полетели. Amazfit ZPE поставляется в двух вариантах расцветки. Это черная и серебристая. Выглядят смарт-часы хорошо как на мужской, так и на женской руке. Они небольшого размера. Корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали и стекла. Рамка матовая. В глаза отпечатки пальцев не бросаются. Потертости на ней за время моего использования не появились. Ремешок из синтетического каучука на 22 мм. Быстросъемный. По качеству он хороший, пыль не липнет, мягкий, не натирает. Застежка на нем классическая и выполнена из металла. Сборка данной модели хорошая. Во время носки смарт-часы ощущаются из-за веса, но слегка. Но при этом спать в них можно без проблем, плюс привыкаешь за 3-4 дня. На корпусе расположили два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Далее есть утопленная за грань механическая кнопка. Кнопка отвечает за переход в меню, и также при удержании на 3 секунды на нее можно назначить действие из заранее заготовленных. А зажатием на 10 секунд можно перейти во вкладку «Выключение перезагрузки устройства». Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,65 дюйма с разрешением 442 на 348 пикселей, плотностью в 341 ppi, без или нет, экран изогнутый, рамка небольшая. Операционная система работает с заметным подлагиванием. Скроллинг не плавный, скроллинг ощущается как с частотой в 30 Гц, хотя сам экран на 60 Гц. Перемещаться по интерфейсу смарт-часов в целом можно, как вы и так видите. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт хороший, вопросов к переводу нет. Автояркость есть, отрабатывает она хорошо и быстро, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса яркости немного. Автовыключение экрана можно настроить максимум до 20 секунд, простой Always On Display на борту с двумя стандартными стилями отображения, функция поднятия запястья для активации экрана срабатывает довольно быстро, есть задержка, но она небольшая. Есть функция выключения экрана накрытием ладонью и функция для включения экрана тапом. Установить пароль на смарт-часы возможность есть, при этом есть блокировка часов без пароля. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть режим «Не беспокоить», регулировка яркости, заряд аккумулятора в процентах, фонари, различные режимы работы уведомлений и яркости, а также погода, индикатор сопряжения со смартфоном. Снизу вверх стандартно уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Настроить порядок виджетов нельзя, и вряд ли такая возможность появится. В меню мы имеем активность, тренировки, измерения пульса, СПО2, записи тренировок, заметки, цели деятельности, подробный виджет погоды, где указана продолжительность светового дня, влажность воздуха и прогноз на неделю. Также есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме и поиск телефона. В настройках помимо выше сказанного есть два стиля отображения циферблата. Настройки интенсивности вибромотора здесь нет, но можно настроить вибрацию отображения уведомлений на часах. И, к слову, вибромотор в данной модели неплохой. Вибрация тактильно приятная, но для того же будильника лично мне она показалась слабоватой. Также можно настроить регулировку яркости, включение и выключение дисплея, настроить приложение быстрого доступа и назначить на удержание кнопки одной из заготовленных действий. Летим дальше. Смарт-часы работают в системе, которая не позволяет установить сторонние приложения, что все и так прекрасно знают. Bluetooth старой версии 5.0 относительно старой, потому что мы встречали и постарше, и 5.0 в принципе работает неплохо. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет. Спортивных режимов на борту более 80 видов, но я не обнаружил автоматическое определение активности, что неудивительно, потому что модель не такая и свежая. GPS-позиционирование ZPE не поддерживает, часы используют GPS смартфона. Пользоваться плеером во время тренировки можно, сама тренировка может работать в фоновом режиме. Шаги считываются неплохо, погрешность небольшая, но был такой момент, что часы считали шаги, пока я работал за компьютером. Это, разумеется, плохо. Что касается мониторинга здоровья, пульсометр работает в автоматическом режиме
режиме с интервалом в 10 минут или в ручном режиме. Измерение уровня кислорода в крови работает вручную. Результаты измерения имеют небольшую погрешность. На данные, полученные в результате измерения СПО2, я бы не стал опираться. А вот пульс, как и сон, часы мониторят по мне неплохо и по моим тестам. Графики на самих часах с информацией имеются, но нет полноценного графика мониторинга сна. Его нужно просматривать в приложении. Мы такое уже Amazfit'ов видели. Сам сон ZPE мониторит хорошо, как и все фазы сна. Далее, звонить со смарт-часов нельзя, принимать входящий вызов на часах нельзя, как и сбрасывать. Как и нет заготовок на быстрые ответы на звонки, в отличие от того же Xiaomi Band 8, в котором это есть. Уведомления приходят с небольшой задержкой, иконки отображаются, а вот смайлы нет. Отвечать на уведомления нельзя, но можно полностью посмотреть уведомления с длинным текстом. Далее, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы без включенного АОДа, но с автоматическим измерением пульса и автояркостью, по моим тестам, 5-6 суток. Без автоматического измерения пульса и с выключенными некоторыми функциями они могут прожить до 10 дней. Время автономной работы хорошее и хватит его многим. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, конечно же, я протестировал их, окунув в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что и стоило ожидать. Плавать, принимать душ и так далее вместе с ними можно спокойно, но не в соленой воде. А также не советую ходить вместе с ними в баню, как и с любой другой электроникой, даже если она имеет защиту. Летим дальше. Amazfit ZPE работает в паре со старым приложением ZEP, что для многих будет огромным плюсом. Приложение ZEP работает неплохо, все данные получает от часов быстро, во всяком случае по отлагиванию и проблем с приложением за время использования я не встречал. Приложение полностью переведено на русский язык, в приложении мы имеем 4 вкладки, на главной вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для сна, третья предназначена для тренировок, и последняя это профиль. На главной странице мы видим заряд аккумулятора в процентах, вкладка настройка устройства, где можно обновить прошивку, изменить единицу измерения и формат времени, заменить циферблат, а также сбросить устройство до заводских настроек. Хороших и интересных циферблатов в магазине не особо много, но есть возможность установить любую фотографию на заставку. Еще главную страницу можно редактировать, добавляя нужные вам виджеты. Также в приложении можно воспользоваться стандартными настройками устройства, и на этом все. Теперь к самому главному. Минусы. По есть вопросы, скроллинг не плавный, и при быстром перемещении по меню встречаются подтормаживания. Нет встроенного GPS, нет калькулятора, нет настроек для тренировок, нет круглосуточного мониторинга SPO2, кислорода, нет автоматического распознавания активности, нет быстрых ответов. Учитывая стоимость, минусов, разумеется, очень много. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и легким образом ужаснуться. Повторяю, что при выборе любых носимых устройств, неважно браслетов, часов или еще чего-то, в первую очередь вы сначала пользуетесь чем-то подешевле, Mi Band 7, Mi Band 8 глобальных, чтобы на русском языке. Понимаете, нужны ли вам подобные устройства, а потом уже подбирайте умные часы. Резюмирую, Amazfit ZPE однозначно имеют отличный дизайн, хороший экран и качественные материалы, так как по тактильным ощущениям и дизайну они выглядят на свои деньги. Но учтите, данная модель 2020 года выпуска, и повторяю, что за эти деньги можно много чего купить. От тех же Xiaomi. Так что смотрим топ-10 умных часов на канале, там есть из чего выбрать и подешевле. От меня Amazfit ZPE очень скромная, да, в прошлом. Еще раз огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь с лайком, добра и удачи вам, дорогие друзья.